Ну что, этот день все-таки настал, и мы с вами в Саудовской Аравии. До последнего времени это была одна из самых закрытых стран в мире. То есть попасть сюда простому человеку было практически невозможно, так как туристических виз сюда попросту не существовало. Но в сентябре 2019 года ситуация кардинально изменилась. И теперь у нас с вами есть возможность в числе первых посмотреть на очень интересную страну, о которой пока мало что снято, и которая совсем недавно распахнула свои двери для людей со всего мира. Саудовская Аравия обладает достаточным арсеналом, чтобы удивлять. И могу сказать, что это одна из самых интересных стран, в которых я был за последнее время. В Саудовской Аравии довольно много запретов, один из них касается музыки. Музыка здесь долгое время была запрещена, и никакие концерты здесь не проводились. И это довольно печально, потому что, с моей точки зрения, музыкальный туризм – это совершенно потрясающая штука. Потому что ты, во-первых, смотришь концерт любимой звезды, во-вторых, делаешь это за границей, что меняет твои ощущения, и в-третьих, ты смотришь страну, смотришь город, общаешься с новыми людьми, в общем, проводишь время с пользой. И тут у меня для вас есть две хорошие новости. Во-первых, музыку в этой стране разрешили. Теперь здесь проводятся концерты. И забегая вперед, я скажу, что на один из таких концертов я даже попаду. Но во-вторых, ребята из Aviasales сделали в своем приложении совершенно гениальный раздел. Он называется «Мероприятия», и он позволяет мониторить и покупать билеты на концерты в разных частях мира. Естественно, здесь есть и концерт, на который я собираюсь в Саудовской Аравии, и здесь сразу же можно посмотреть и купить авиабилеты сюда. Плюс здесь даже можно синхронизировать свой плейлист, чтобы видеть концерты исполнителей, которых ты слушаешь. Короче, это крутейшая фишка. Aviasales. В очередной раз респект. Но давайте вернемся к туризму. До последнего времени у обычного человека из наших широт, который хотел посетить Саудовскую Аравию, было не очень много вариантов получения визы. Родственники, транзитная виза, бизнес-виза – не самый простой вариант. Ну и, наконец, можно было принять ислам и приехать в эту страну в качестве паломника. Но 27 сентября 2019 года Королевство Саудовской Аравии объявило о том, что они начинают выдавать туристические визы для 49 стран мира. Теперь граждане этих стран могут на сайте Visit Saudi оформить себе электронную визу примерно за $120. В списке 49 государств среди прочих значится Украина, Россия и Казахстан. Но, как вы понимаете, туризм — это одно, а съемка — это совершенно другое. В общем, 9 месяцев. Без шуток, велись переговоры с Министерством туризма, Министерством наследия, даже Министерством обороны. И все ради того, чтобы получить вот эту заветную бумажку. Это разрешение на съемку. Короче, этот выпуск – это настоящий ребенок, который, я надеюсь, родится. И он родится красивым. Что ж, давайте начинать. И начнем мы со столицы Саудовской Аравии и самого большого города этой страны. Самый большой и самый быстро развивающийся город Саудовской Аравии, в котором сейчас живет больше 7 миллионов человек. В мегаполе складываются огромные инвестиции, весь центр – это сплошная стройка. Здесь строятся как отдельные небоскребы, так и целые финансовые кварталы, например, KFD. Стоимость только этого проекта около $25 миллиардов. Ну, то есть как бюджет небольшой европейской страны. Здесь строят метро, дороги. В общем, размах затеянного чувствуется сразу же, как только ты въезжаешь в город. Ответ на вопрос, откуда у страны на все это деньги, нам хорошо известен. Это, естественно, нефть. Саудовская Аравия обладает почти четвертью мировых запасов нефти, и по этому показателю она находится на втором месте сразу же после Венесуэлы. На территории страны находится самое крупное в мире месторождение нефти Гавр. Несмотря на очень интенсивную добычу, здесь до сих пор содержится около 48 миллиардов баррелей нефти. И это только одно месторождение, а как вы понимаете, в стране их значительно больше. Добыча нефти здесь — это огромные деньги и основная часть бюджета страны. Как вы думаете, какая компания в мире сейчас самая дорогая? Ну, скорее всего, на первом месте Apple, потом, возможно, Microsoft и где-то там Google. Да, так было до декабря 2019 года, пока саудовская компания Saudi Aramco не вышла на IPO. И сейчас она стоит $2 триллиона. Это самая дорогая компания в мире. И что очень важно, Saudi Aramco — это не частная, а государственная компания. И о государстве, а точнее о королевстве,
нужно поговорить отдельно. Начнем с названия. Саудовская Аравия – это одно из 3 государств мира, названное в честь правящей династии. В данном случае это саудиты. 2 другие – это Иорданское Хашемитское королевство, где правят хашемиты, и княжество Лихтенштейн, где у власти Лихтенштейны. Основатель Саудовской Аравии и человек, в честь которого она была названа – король Абдул-Азиз ибн Сауд. Он оставил после себя огромную семью – 45 сыновей. Среди этих фамилий все короли Саудовской Аравии, царствовавшие после него, люди, попадавшие на обложку журнала Time и даже становившиеся личностями года по его версии. Сейчас семья Аль-Сауд – одна из самых могущественных и богатейших семей в мире. Изображение короля здесь везде – на зданиях, заборах, в журналах и, естественно, на деньгах. Власть монарха в Саудовской Аравии абсолютна. По сути, она ограничена только законами шариата. А законы в этой стране очень суровые. В Саудовской Аравии до сих пор проводят казни, и эти казни публичные. По сути, на них может попасть любой желающий. Все происходит на этой площади, она называется Дира Сквер. И здесь по пятницам до сих пор рубят головы. В центре этой площади есть крайне редкая деталь для страны, в которой почти не бывает дождей – специальный сток. Большинство приговоров здесь выносится за терроризм, умышленное убийство и за все, что связано с наркотиками. Но по закону этой страны высшую меру наказания можно также получить за богохульство, атеизм, вероотступничество и, вы не поверите, за колдовство и чародейство. Отчасти поэтому здесь долгое время были запрещены книги и фильмы о Гарри Поттере. Кроме этого, здесь были запрещены покемоны или, например, танец даб. Саудовская Аравия – крайне религиозная страна, в которой очень строго относятся к нормам поведения, предписанными законами шариата. Шариат здесь – это единственная правовая система. В Саудовской Аравии запрещен алкоголь, его не наливают даже на рейсах, которые летят в эту страну. Всем женщинам ранее было предписано обязательно носить длинные платья, покрывающие ноги и голову. Женщина не только не могла работать в большинстве мест, но и вообще передвигаться вне дома без мужа или специального попечителя мужчины, отца или брата. Правила поведения в общественных местах очень строго регламентировались и контролировались специальной шариатской полицией, которая называется Мутава. Эта полиция нравов являлась частью комитета по поощрению добродетели и удержанию от порока. Это официальное название. За несоблюдение религиозных норм мутавины могли задерживать людей прямо на улицах и предавать шариатскому суду. Кроме того, в стране были запрещены кинотеатры, концерты западных звезд, а музыка в школах не преподавалась вообще. Чтобы обучить ребенка игре на фортепиано, нужно было искать частного репетитора, а найти его в стране очень непросто. И я озвучил только часть строгих запретов в этом королевстве. При этом люди в этой стране жили и живут довольно неплохо. В этой стране почти всегда жили с очень дешевым бензином, почти бесплатной водой и электричеством, и почти без налогов. Но когда начали падать цены на нефть, ситуация стала немного меняться. Обвал цен на нефть сократил доходы этой страны примерно в половину. И теперь лидеры в Саудовской Аравии просто вынуждены что-то менять в этой стране. И они начали это делать. Саудовская Аравия сейчас разительно отличается от Саудовской Аравии еще каких-то 5 лет назад. И все во многом благодаря вот этому человеку. Его зовут Мухаммед, он наследный принц, и то, что сейчас под его началом происходит в Саудовской Аравии, это войдет в историю. Собственно, это уже история. Это реформы, настоящая перестройка одной из самых консервативных стран на Земле. И мы с вами можем за этим наблюдать. Во-первых, здесь запустили программу Vision 2030, благодаря которой королевство хочет за 10 лет слезть с нефтяной иглы. Запуск туризма в этой стране – это как раз часть этой программы. Принц Мухаммед начал очень серьезную чистку в высших эшелонах власти и привлек к ответственности за коррупцию даже членов королевской семьи. Это само по себе событие. Правда, они отбывали наказание не в тюрьме, а в 5-звездочной гостинице. Это, знаете, тот вариант, когда самому захотелось немножечко приступить к закону. Кроме этого, наследный принц хочет сделать Саудовскую Аравию страной умеренного ислама. Это цитата. Открытой для всех религий, традиций и народов. Поверьте, это очень серьезное заявление для страны, которая всегда ультраконсервативно относится к толкованию любых религиозных норм. Я думаю, что не все рады такому порядку вещей, несмотря на то, что принц здесь крайне популярная личность. Поэтому, кроме освещения туристического потенциала страны, будет правильно также рассказать и о том, что здесь изменилось за последние несколько лет, потому что изменилось на самом деле немало. Этот выпуск — это также попытка борьбы со стереотипами, в первую очередь моими, которые образуются у тебя в голове после того, как ты читаешь или смотришь какие-то медиа, и которые рассыпаются в пух и прах сразу же после того, как ты прилетаешь в страну и видишь все своими глазами. Поэтому давайте посмотрим на все своими глазами. Начнем с транспорта. Саудовская Аравия – это тотально автомобильная страна, а Эр-Рияд в этом смысле не исключение. Никакого другого транспорта, кроме машины, по сути, здесь пока нет. В столице, правда, строят метро. Из-за этого весь центр перекопан, везде снует рабочая техника, и, как следствие, страдают отели. Вот так выглядел центральный вход в гостиницу, где я жил. Достроить обещают через год, но пока человеку без автомобиля в этом городе приходится очень несладко.
На пешеходов здесь плевали с высокой колокольни. Пешеходных переходов практически нет, а там, где они есть, светофоры не работают. Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, приходится развивать свои беговые качества, потому что никто даже не подумает притормозить. Это проверено. Автомобиль здесь есть практически у всех, что в принципе нормально для страны, в которой литр 95-го бензина стоит примерно столько же, сколько и бутылка воды. Люди могут выскочить в ресторан или магазин и при этом не выключить двигатель. Для меня, как человека не из нефтяной страны, это до сих пор вызывает какой-то легкий восторг, что люди могут просто так вот уйти, там, не знаю, на 20 минут и оставить машину заведенной. Почему нет? Все это имеет определенные плюсы и для приезжего. Uber здесь довольно дешевый, и поэтому он и был моим основным транспортом для передвижения по городу. Ездил я очень много, и хочу вам сказать, что главной изюминкой местного Uber являются не только местные водители, но и божественный целлофан, в который упакован салон каждой третьей машины. В целлофан заботливо обернуты сиденья, подголовники, подлокотники, руль и даже какие-то мелкие детали интерьера автомобиля. Вот так вот и выглядит Uber Comfort в Саудовской Аравии. То есть абсолютно не важно, как твоя машина выглядит снаружи. Главное, чтобы сиденья были в целлофане, и тогда она, считай, почти как новая. Люди, которые до сих пор не снимают целлофан со своих пультов от телевизора. В следующий раз, когда вас будет кто-то обвинять, расскажите им про Саудовскую Аравию. Владельцы идут на эти ухищрения для того, чтобы машину можно было легко перепродать. Если она еще в более-менее таком человеческом виде, ее можно продать очень легко за хорошие деньги. То есть и для этого вы не снимаете целлофан? И для этого здесь, если ты видишь, даже очень дорогие машины, они в целлофане все, потому что люди очень часто покупают, через месяц продают. Такая практичность не очень-то и сопоставлялась с моими ожиданиями в Саудовской Аравии, где я, по примеру Дубая, ожидал увидеть роскошь и вереницы дорогих автомобилей. Здесь, конечно, есть салоны с элитным автопромом, есть он и на дорогах, но в таком небольшом количестве, что это скорее исключение, чем правило. В этой стране и близко нет той понторезки, какая есть в Арабских Эмиратах, и выставлять роскошь на показ здесь не особо и принято. Лучший пример — это местные дома. Здесь обычно живут не в квартирах, а именно в домах. Эр-Рияд на 90% состоит из частного сектора, из-за чего город растянулся более чем на 50 километров в длину. Так вот, дома здесь с виду очень невзрачные и зачастую окружены высоким забором, который скрывает все самое интересное. Ты видел вот дома, да. Частные дома? Они же все за большим забором, да. И практически без окон. То есть там все самое интересное внутри. Я только один раз была в доме у местной жительницы, там просто дворец. При этом дома со стороны выглядят очень, очень не очень. Да, вот именно, что стены вокруг выглядят очень не очень, но внутри там все идеально. Колонны вот эти вот, огромные люстры, которые я видела в магазинах, здесь думала, кто их покупает. Зашла домой к местной жительнице, поняла, кто покупает. Здесь живет немалое количество состоятельных людей, здесь куча дорогих магазинов, новых кварталов, необычного вида небоскребов, которые мы чуть позже с вами посмотрим. Здесь также работает несколько миллионов экспатов, и жизнь с виду имеет вполне европейский облик. Но не стоит забывать, что мы с вами находимся в одной из главных мусульманских стран мира. И это накладывает свой отпечаток на пребывание в Саудовской Аравии, даже если ты просто едешь в Uber. 5 minutes Salah, it's... Maghrib. I'm stopping here. Oh, okay. No problem? Yeah, no problem. Я грешным делом подумал, что ему надо заехать на заправку, потому что обычно у водителей всегда такая отмазка. И он реально заехал на заправку не для того, чтобы заправиться, а для того, чтобы помолиться, потому что сейчас как раз время вечерней молитвы. Во время молитвы, которая происходит здесь 5 раз в день, все ненадолго останавливается. Собирался заскочить перекусить, а магазинчик оказывается закрыт на молитву. Многие заведения вывешивают специальные таблички. Здесь это называется pray time. Pray time, когда все закрывается, супермаркеты, ты можешь застрять внутри минут на 30-40. Если ты внутри был, то закрывают внутри. Если ты снаружи, тебе не разрешают вовнутрь. Это в торговых центрах, да, происходит? Везде. Для того, чтобы было нагляднее, давайте заскочим в торговый центр. Мы сейчас в обычном моле. Кипит жизнь, ходят люди, но через 10 минут будет время молитвы. И тогда все здесь изменится. Под первые звуки муэдзина все магазины начинают закрываться. Это касается и ресторанов общественного питания, и вообще почти всех точек, которые находятся на территории этого очень большого торгового центра. Вот так он выглядел до начала молитвы, а вот так он выглядит во время молитвы. Все закрыто. Я слышал, что они приняли закон, по которому послабления есть даже в этой сфере, но вот сейчас все кафе на территории фудкорта абсолютно все закрыто. Таким образом, торговые центры ненадолго закрываются 4 раза в день. Pray time есть даже в самолете, который только летит в Саудовскую Аравию.
Сразу же после инструктажа по безопасности звучит и дублируется на экранах специальная дорожная молитва. Саудовская Аравия – это колыбель ислама. Здесь все настолько серьезно, что запрещена постройка любых немусульманских религиозных сооружений. Ни буддийских храмов, ни синагог, ни церквей, ничего этого на территории этой страны нет и быть не может согласно закону. Но для мусульман здесь, естественно, обеспечены все необходимые условия. Везде есть места для ежедневной молитвы салят. Многие парки или набережные комплектуются вот такими ковриками для молитвы, которые быстро раскладываются и, соответственно, также быстро собираются после ее окончания. Один из главных запретов в стране касается алкоголя. Как вы помните, Арабские Эмираты — это тоже мусульманская страна, и алкоголь там далеко не везде продается. Однако власти, например, Дубая, сделали скидку на ночные клубы, гостиницы и вообще места, которые связаны с туризмом. И алкоголь в таких местах, например, в Дубае, купить можно. Саудовская Аравия в этом смысле абсолютно бескомпромиссна, и алкоголь здесь полностью запрещен. В ресторанах продаются так называемые моктейли, то есть коктейли без алкоголя. Самый ходовой товар в меню — это безалкогольное пиво. Здесь его продают везде, и даже крупные пивные бренды, чтобы не терять рынок, делают для Саудовской Аравии безалкогольное пиво с разными вкусами. Что еще вам необходимо знать про Саудовскую Аравию, так это то, что здесь куча молодежи. 60% населения страны — это люди младше 30 лет. Которые живут без алкоголя, без ночных клубов, без всех, так сказать, благ современной цивилизации. Как они отдыхают здесь? Yeah, we don't drink alcohol. Yeah, we drink coffee, we smoke hookah, that stuff. And that's it. Yeah, and we take a walk. If the place is beautiful, we take a walk, you know? But- we go to the malls. But there is no nightclubs here. No nightclubs. Not nightlife, Yeah. nothing. Nothing. No. You don't feel sad about it. No, we don't feel sad because we are in a Muslim country, so it's our culture, so we are good with it, you know? И если вы думаете, что все эти люди никогда не покидали пределы своей страны и не знают, что такое западный образ жизни, вы ошибаетесь. I studied in United States. I studied in USA. Well, I was a student in America. Благодаря специальной программе короля многие жители обучали за границей. Я даже встретил несколько людей, у которых есть ученые степени американских и британских университетов. То есть люди здесь довольно образованные, и некоторая часть из них не просто были за границей, они жили за границей. То есть для них все эти западные ценности — это совершенно не новая штука. Тяжелее приходится экспатам, которые здесь работают и живут в специальных закрытых кварталах за высоким забором. Тебя не напрягает тут отсутствие, всех этих, не знаю, какой-то движухи, потому что все очень как-то камерно, с кофе, с кальянами максимум. Да, 2-3 месяца и уже ломка начинается. Да? Да, очень многие выезжают отсюда каждые 2-3 месяца в Дубай, в Бахрейн, для того, чтобы немножко встряхнуться, немножко вернуться как бы в нормальное состояние. И 2-3 дня там хватает. Когда люди выезжают тратить свои деньги в другую страну, это не очень хорошо для экономики. И отчасти поэтому в последнее время в Саудовской Аравии произошел ряд очень серьезных изменений. О них мы сейчас и поговорим. Начнем с кинотеатров. Последние 40 лет в Саудовской Аравии были запрещены кинотеатры, то есть совсем. И люди реально ездили в соседний Бахрейн, чтобы посмотреть киношку. Но, к счастью, в 2018 году кинотеатры здесь снова открыли. Сейчас только в одном Эр-Рияде около 8 кинотеатров, и это довольно популярное развлечение. Музыка. До недавнего времени музыка в общественных местах была запрещена. В торговых центрах царила абсолютная тишина, никаких концертов западных звезд в стране не проводилось. Этот запрет отменили. Теперь здесь проводится довольно много концертов, и один из них вы вскоре увидите. Плюс в стране начали строить первую консерваторию. В общем, полное покращение. Идем дальше. Многие заведения общественного питания в Саудовской Аравии имеют 2 входа и, соответственно, 2 разных зала. Один для семей, а другой для мужчин. Наглядный пример — вход в Макдональдс. Семьям налево, остальным направо. Внутри здесь обычная перегородка, которая делит зал на 2 части. На самом деле этот закон уже тоже отменили. Сейчас решение о разделении ресторана принимает исключительно сам ресторан. Здесь, в Макдоке, перегородка все еще осталась, но во многих заведениях их уже демонтируют. Но самые значительные изменения здесь касаются женщин. И это настоящая революция. Еще несколько лет назад женщина не могла выезжать из страны без разрешения мужа или опекуна и не могла самостоятельно подавать на развод. Даже для некоторых видов лечения требовалось согласие мужа. Сейчас женщина может самостоятельно оформить загранпаспорт и выехать за границу без разрешения мужа. Женщины получили право самостоятельно регистрировать брак, развод или рождение ребенка, а также получать другие официальные семейные документы. Заниматься спортом женщине здесь тоже было нельзя, так как считалось, что это ставит под угрозу честь слабого пола. И вуаля! Здесь открылись женские фитнес-клубы. Мужчинам сюда, естественно, вход запрещен. И несмотря на то, что религиозные консерваторы по-прежнему настороженно относятся к женскому фитнесу, количество женщин, занимающихся спортом в стране, растет.
В 2012 году Саудовская Аравия впервые отправила 2 спортсменок на Олимпийские игры. С беговой дорожки перенесемся на местный стадион. Дело в том, что до последнего времени женщинам здесь, в Саудовской Аравии, нельзя было посещать футбольные матчи. Находились даже отдельные подруги, которые переодевались в мужские костюмы и проникали сюда. Ну и, конечно же, обнаруживали. Но, как вы понимаете, в этой истории тоже есть хэппи-энд, потому что сейчас женщина может свободно посещать футбольные матчи, что они, в принципе, здесь с успехом и делают. Находиться, насколько я понимаю, можно только в специальном семейном секторе, но тем не менее, справедливость восторжествовала, и теперь любая женщина может непосредственно на стадионе болеть за свой любимый футбольный клуб. Изменения в королевстве коснулись и обязательного внешнего вида. Женщины в Саудовской Аравии традиционно носят хиджаб, женский головной платок, абаю, традиционное женское платье с рукавами, и никаб, вот этот головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. Абсолютное большинство женщин носит эту одежду в публичных местах. Логичный вопрос, как, например, в таком виде есть? Все на самом деле очень просто. Поднимаешь никаб и спокойно себе ешь. Раньше ношение абаи было обязательным для всех женщин в стране, даже для приезжих. Сейчас этот закон отменили. А теперь одна очень крутая история. Из-за таких требований к одежде здесь крайне популярна Маша, персонаж мультфильма «Маша и медведь». Я вот честно, когда об этом узнал, я просто замерз. Дело в том, что Маша ходит с покрытой головой, у нее платок. И юбка у нее почти до пят. То есть это максимально халяльный вид. Это вид, который приемлем в исламе. Не знаю, задумывались ли об этом создатели персонажа, когда рисовали ее. Уверен, что нет. Это какое-то, наверное, счастливое стечение обстоятельств. Но, тем не менее, Маша супер популярна во всех мусульманских странах. И, конечно же, здесь, в Саудовской Аравии, тысячи детей ходят с этой куклой. Вот так вот. В дополнение ко всему сказанному, женщинам здесь также разрешили работать в очень многих сферах. Еще 10 лет назад женщина, например, не могла быть продавцом. Доходило до совершенно курьезных историй. В магазинах женского белья работали исключительно мужчины. Это, естественно, вызывало много критики со стороны женского пола, но сейчас с этим все окей. Женщины работают и в ритейле, и экскурсоводами, и даже в аэропортах. И это еще одно нововведение. И вообще, если убрать всю религиозную подоплеку, то оказывается, что женщины в Саудовской Аравии, они такие же, как и в любой другой стране. Мой личный, самый главный вывод, наверное, за все время путешествия, это то, что люди, они везде одинаковые. Ну, при том, что мы разные, но в то же время мы все одинаковые. В том смысле, что хочется всем одного и того же. Женщинам здесь хочется, как и всем женщинам, хорошо выглядеть, стильно одеваться. Да, они носят абаю, но при всем при этом они используют косметику, щеголяют в новых кроссовках. И в этом смысле, мне кажется, они не сильно отличаются, например, от наших женщин. Закончить эту оду феминизма я бы хотел, пожалуй, одной из главных новостей последних лет. В 2018 году женщине в Саудовской Аравии официально разрешили водить автомобиль. В честь этого я встретился с чудесной девушкой по имени Эд. Она учитель йоги и с недавних пор владелец автомобиля. Сейчас женщиной за рулем в этой стране уже никого не удивишь, но еще 2 года назад все было по-другому. Yeah, and I didn't believe it for the first few moments. I was like, no, is it real? Is it final? Maybe they're talking about it. Этого закона здесь ждали очень долго, и когда его наконец-то приняли, женщины по всей стране ликовали. Это был настоящий праздник. I get very, thrilled every time I see a woman driving. So if someone tried to pass my car, I was like, hey, stop that. If she's a woman, I was like, okay, it's fine. Go ahead. Are you driving good? Yeah. A little bit dangerous, but no accidents, so I'm good. I'm a good driver. To Saudi standards. Эд привезла меня на свое любимое место в окрестностях Эр-Рияда, где они с друзьями обычно отдыхают. Это вообще довольно прогрессивная девушка. Например, она носит абаю в стиле милитари с множеством нашивок. То есть как бы традиция соблюдена, но в то же время девчонка весьма на стиле. Зачет. Теперь по поводу отдыха. Если мы обычно выезжаем на пикник в лес или к реке, то в Саудовской Аравии все немного по-другому. Лесов в этой части страны нет, а рек в Саудовской Аравии нет в принципе. Поэтому люди здесь выезжают на пикники в пустыню. Это очень популярная местная тема. Вместо шашлыков главным блюдом был арабский кофе. Он здесь готовится с добавлением кардамона. Из-за этого имеет другой цвет, и по вкусу он тоже немного отличается от обычного кофе. В общем, мы отлично запикничали с этой ее друзьями, без алкоголя, вот чисто под кофеек, и вечер получился очень душевным. А самое главное, я понял, что молодежи здесь вполне привычно обходиться без ночных клубов или баров с громкой музыкой, и вот так вот просто собираться возле костра в пустыне и культурно отдыхать. В
В Саудовской Аравии, как вы уже заметили, все ходят примерно в одинаковой одежде, поэтому народ усиливается аксессуарами. Естественно, что партнер этого выпуска, швейцарские часы Certina, не могли меня отпустить в такое путешествие без самой ожидаемой модели этого года. Это коллекция DS1 Big Date с ярким зеленым циферблатом. Эта коллекция была выпущена в честь юбилея системы двойной защиты механизма от удара и воды Double Security. Ей исполнилось 60 лет. Поздравляем! Помимо очень приятного дизайна и надежной защиты, в этой модели стоит революционный антимагнитный механизм с пружиной Nivachron, и Certina является эксклюзивным обладателем этой технологии. Благодаря этому антимагнитному механизму ни рамки в аэропорту, ни ноутбук, ни либо какая-то другая техника, которая излучает магнитные волны, не повлияют на точность этих часов. Больше роскошных фоточек этой модели и вся необходимая информация по ссылке в описании. Что ж, самое время поговорить о туризме. Саудовская Аравия пока не особо избалована людьми с рюкзаками и фотокамерами, поэтому на улицах я чувствовал повышенное внимание со стороны местных. Люди подходили, спрашивали, откуда я, фотографировались и вообще проявляли интерес. Но мой самый любимый пример — это опять же Uber. Наверное, каждый пятый водитель снимал меня для своего снэпчата, это главная местная социальная сеть. Под конец поездки у меня было ощущение, что в соцсетях я тут стал звездой, потому что сторис было прям очень много. Ну то есть иностранцы здесь это правда что-то типа «Вау, я везу чувака с камерой, он из другой страны, зацени». Вообще, люди в Саудовской Аравии приветливые, часто предлагают помощь, и это, конечно, очень приятно. Люди здесь на самом деле очень дружелюбные. То есть для них иностранцы пока еще в диковинку, они не избалованы туристами. И они сами подходят к тебе, спрашивают, интересуются, откуда ты, как тебе страна. У меня уже даже несколько визиток есть просто от случайных прохожих, которые мне всучили их со словами: если тебе нужна будет какая-то помощь, звони. Если же говорить о каких-то интересных туристических локациях, то в Эр-Рияде с этим пока не густо. Есть крепость Масмак, захвата которой Эр-Рияд вернулся под контроль семьи Сауд. Есть красивый старый район Аль-Тариф, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его только что отреставрировали, но снимать мне там не разрешили, так что сори. Чтобы вы понимали, я даже сходил в Национальный музей страны, в котором есть небольшая выставка старых Роллс-Ройсов, один из которых был лично подарен королю сэром Уинстоном Черчиллем. Тут даже существует современная легенда о том, что Уинстон Черчилль, когда проводил границу между Иорданией и Саудовской Аравией, он подбухивал и постоянно икал от этого. И его рука скользнула, и он совершенно случайно завещал Саудовской Аравии несколько тысяч квадратных километров иорданских земель. Этот участок до сих пор известен под названием Икота Черчилля. В Эр-Рияде открываются новые места, в частности такой хипстерский райончик 303, где продают уличную еду и гуляет молодежь. Но все это, конечно, не главные достопримечательности столицы. Главное — вот. Это 99-этажный 300-метровый небоскреб Kingdom Center, самый высокий в Саудовской Аравии на сегодняшний день. Небоскреб видно почти из любой точки города, и хотя он близко не такой высокий, как дубайская Бурдж-Халифа, зато он построен в довольно необычной форме. Не то зажигалки, не то башни из фильма про хоббитов. Я, честно, сам не разобрался. Но главное, что на самой верхотуре есть так называемый Sky Bridge, на который можно подняться. Так что давайте не терять времени. Это, наверное, одна из самых маленьких смотровых площадок, на которых я был. Но вход здесь очень недорогой, а виды вполне достойные. Я бы с удовольствием показал вам ночной Эр-Рияд, но, как вы уже поняли, ночной жизни, к которой мы привыкли, здесь по сути нет. Вообще, если делать вывод по городу, то он сейчас, конечно, активно строится, развивается, но ему еще нужно время. Год-два, не меньше. Мне здесь, честно говоря, местами даже было скучно. К счастью, недалеко от Эр-Рияда есть несколько интересных мест, к одному из которых я и решил проехаться. И не один, а вместе с группой. Тут я наконец-то увидел, как выглядит Саудовская Аравия вне города. Честно говоря, никак. Большинство территорий страны — это пустыня, в которой ничего нет, кроме верблюдов. Большинство из них дикие и чувствуют себя здесь полноправными хозяевами. Превышают скорость на дорогах и досматривают все автомобили, заезжающие на их территорию. Верблюды крайне популярны в Саудовской Аравии, их здесь продают за сотни тысяч долларов и даже проводят верблюжьи конкурсы красоты. Пару лет назад произошел курьезный случай. 12 верблюдов в таком конкурсе были дисквалифицированы из-за того, что их накачивали ботоксом, чтобы губы выглядели пышнее. В общем, все как у людей. Погода сегодня не очень повезло, потому что песчаная буря, она не очень сильная, но все как будто в дымке. Короче, извините, от меня ничего не зависит, но место это выглядит вот так.
Edge of the World или Край Земли — это довольно большой каньон в 2 часах езды от Эр-Рияда. И хотя с воздуха он не кажется таким уж масштабным, высота этих скал 300 метров, и это очень высоко, особенно когда стоишь на краю. Джипы здесь подъезжают прямо к обрыву, и когда ты находишься внутри, это, конечно, незабываемый аттракцион. Если бы не песчаная буря, закат в этом месте был бы шикарным, но, к сожалению, есть как есть. На этом мы заканчиваем с Эр-Риядом и окрестностями и движемся дальше. А именно в город Джида, второй по величине город Саудовской Аравии. Аэропорт Джиды встречает огромным аквариумом, который совсем недавно здесь открыли. И это самый большой аэропортный аквариум в мире. Плюсик Джиде. Стремление удивить сразу в аэропорту объясняется тем, что Джида — это главный туристический город страны. Он находится на побережье Красного моря. Соответственно, в районе развита курортная зона, есть резорты, ну и так далее. Ну а во-вторых, Джида считается экономической столицей королевства. Здесь находится второй по загруженности после Дубая морской порт в арабском мире, и город является вторым по значимости торговым центром на Ближнем Востоке. Опять же, после Дубая. Возможно, именно факт конкуренции с Дубаем и не дает покоя властям Джиды, которые любят возводить в своем городе объекты с нашей любимой приставкой «самый». Начнем с флага. В Джиде установлен самый высокий флаг в мире. Высота флагштока 171 метр. Это на 6 метров выше предыдущего рекордсмена, флага Таджикистана в Душанбе. Вес самого полотна около полутонны, и несмотря на то, что он держится на 500-тонной мачте, при сильном ветре его все же опускают. Идем дальше. Фонтан. В Джиде находится самый высокий фонтан в мире. Его высота 312 метров. В фонтане используется вода из Красного моря, которая насосами разгоняется до скорости свыше 300 км в час. Общая масса воды, которая сейчас висит в воздухе, больше 16 тонн, так что в этом фонтане на день ВДВ особо не покупаешься. Ну и, наконец, небоскреб. Правда, как вы видите, есть одна проблема. Он недостроен. Джида Тауэр, так он называется, должен был стать самым высоким зданием в мире и первым проектом, чья высота превысила 1 километр. Ну и еще он должен был быть на 180 метров выше дубайской Бурдж-Халифы, что тоже важно. Они начали строить это здание в 2013, а в 2018 строительство заморозилось. Как видите, сейчас никаких работ, видимых, во всяком случае, не ведется. Скайлайн Джиды с построенной башней должен был выглядеть вот так, но пока он выглядит вот так. На текущий момент возведено 65 из 167 этажей, которые планируются в здании. Но есть и хорошие новости. Строительство планируют возобновить в 2020 году. Но пока, к сожалению, счет 1-0 в пользу Дубая. Что ж, теперь давайте немного посмотрим город. Так исторически сложилось, что Джида всегда была более расслабленным городом, чем Эр-Рияд, и в плане религиозных запретов в том числе. Возможно, свою роль сыграла близость моря. Здесь, кстати, есть городские пляжи, на которых, правда, особо никто не купается. Но, как заверили меня местные, даже если иностранная туристка в купальнике решит здесь позагорать, особых проблем не будет. В Джиде есть довольно длинный бульвар с велодорожками, и здесь приличный велотрафик, катаются даже женщины, которым, кстати, в этой стране разрешили ездить на велосипеде только в 2013 году. Ну и изюминка города — это местная набережная. Она растянулась на много километров, здесь отличная прогулочная зона, много уходящих в море пирсов, ну и, соответственно, народ здесь массово чилит, гуляет, и атмосфера на набережной как в настоящем курортном городе, здесь действительно хорошо. Но только не для человека с камерой. На набережной Джиды я так часто общался с местной полицией, что на второй день знал большинство охранников в лицо. За день меня раз 10, наверное, останавливали и требовали показать бумажку, по которой я имею право снимать. По правде говоря, меня кошмарили с проверками не только в Джиде, но и в Эр-Рияде. Каждому охраннику необходимо было показывать мое разрешение на съемку. Каждый смотрел это и звонил старшему, и все это занимало кучу времени. Но? Why? Permission! Вообще, мои съемки в Саудовской Аравии походили на игру «Биты папира», когда еще только при приближении охранника ты уже привычным жестом достаешь бумагу с разрешением. В результате этого процесса уже на 2-3 день эта бумажка выглядела так, как будто ей пользовались не совсем по назначению. Но в Джиде ситуация была крайне парадоксальная. Полиция задержала меня за то, что я снимал, собственно, надпись Джида. Это, наверное, самый туристический объект, который только можно себе представить. Проблема состоит еще в том, что полиция здесь почти поголовно не говорит по-английски. Тут меня очень выручал Google Translate, который до этого спасал меня и в Uber. Google Translate реально рулит. То есть человек не знает английского, я не знаю арабского, но Google Translate, и мы друг друга понимаем. Человек начитывает тебе в телефон текст на арабском, а Google автоматически все переводит. Преемник фирмы девственности.
Ну, переводит он, правда, не всегда точно, но самое главное, что в конце концов вы друг друга понимаете. Вот такая вот игра в начитку у меня была с полицейским в Джиде по нескольку раз на день, и это очень выматывало. Да, еще в Саудовской Аравии нельзя снимать любые королевские здания. И в этом, опять же, нет никакого смысла, потому что это одни из самых красивых зданий, которые только есть в Саудовской Аравии. В общем, на набережной Джиды меня задерживали несколько раз. На спецтранспорте доставляли в местную коптерку, где меня уже все знали, и проводили разъяснительные беседы. Причем все это повторялось несколько дней подряд. Весь этот процесс — это просто пуканье в муку, ну честное слово. То есть мы долго обсуждали, что я делал, потом мне сказали, что здесь нельзя снимать, потом я сказал, а как нельзя снимать, нафига вы все это строили здесь для туристов и так далее. Потом мне сказали, хорошо, снимать можно, нельзя разговаривать с людьми. Я говорю, так я разговариваю с людьми, потому что они ко мне подходят. Что мне что, молчать или что? В итоге они сказали, ну ладно, да, наверное, да, ты прав. Давай, иди отсюда. Это я к тому, что эти съемки были крайне непростыми, и снять получалось не все. Однако есть вещи, которые не смог бы снять, даже если бы очень сильно захотел. Как вы уже знаете, туризм в Саудовской Аравии открыли только в 2019 году. Но, несмотря на это, в страну каждый год прилетало не менее 15 миллионов человек. Как это возможно? Просто все эти туристы паломники. Саудовская Аравия — это родина двух самых священных городов для всех мусульман. Мекки, где находится главная мечеть Аль-Харам, и Медины, где находится мечеть Пророка или Зеленый купол. Паломничество в Мекку называется хадж. Хадж входит в 5 важнейших столпов ислама. И если вы хотите совершить хадж, то сначала вы, скорее всего, прилетите именно в Джиду. Исторически, именно отсюда начинался путь паломников к главной мусульманской святыне. Это Мекские ворота. Вот там дальше начинается старая дорога на Мекку. До города здесь ехать, примерно 1 час. Но в этом на самом деле нет особого смысла, потому что не мусульманам на территорию Мекки въезд запрещен. У меня, конечно, есть знакомые, которые не мусульмане, которые попали на территорию Мекки, но все это обманные пути. И самое главное, на территорию самой главной мечети, то, ради чего все приезжают, собственно, в Мекку, тебя все равно не пропустят. Поэтому мне ничего другого не остается, как показать вам видео оттуда, которое снимал не я. Видео для меня сняли вот эти 2 брата из Турции, Юнус и Эмре, которые прилетели в Саудовскую Аравию, чтобы посетить Мекку. Кстати, для ее посещения нужна специальная виза. Их иногда даже разыгрывают лотерею, потому что желающих очень много. Вот так с высоты выглядит Мекка. Огромное здание справа называется Абрадж Аль-Бейт. Это 3-й по высоте небоскреб в мире после Бурдж-Халифа и Шанхайской башни. Его высота 601 метр. В комплексе расположены квартиры, гараж на 800 машин и отель на 1600 номеров. На здании установлены самые большие в мире высотные часы, самый большой в мире полумесяц и 160 громкоговорителей, которые слышно на расстоянии 7 километров. Но главное, что этот комплекс расположен через улицу от входа в мечеть Аль-Харам, на территории которой находится Кааба, главная мусульманская святыня. Вот так она выглядит с близкого расстояния. Люди внизу совершают ритуальный обход вокруг Каабы. Мусульмане всегда молятся лицом в сторону Мекки и, соответственно, в сторону Каабы, где бы они ни находились. И побывать здесь хотя бы раз в жизни должен каждый мусульманин. Хадж совершается в течение всего 5 дней в году, и за это время в Мекке собирается колоссальное количество людей. В 2019-м за 5 дней здесь побывало более 3 миллионов паломников. Как вы понимаете, размещение такого огромного количества паломников, которые приезжают в очень непродолжительный временной коридор, требует очень серьезных напрягов в плане инфраструктуры. То есть эти люди должны куда-то прилетать, и они должны где-то жить. В этом смысле Саудовская Аравия, конечно, постаралась. В аэропорту Джиды построен один из самых необычных терминалов в мире. Он называется Хадж-терминал, и единственное его предназначение – это прием паломников во время хаджа. В остальное время он обычно не работает. Терминал занимает площадь почти 500 000 квадратных километров и может одновременно обслуживать до 80 тысяч паломников. Он действительно огромный. Но и это еще не все. В 8 километрах от Мекки в городе Мина находится самый большой в мире палаточный городок, который работает всего лишь 5 дней в году. Здесь находится 100 тысяч кондиционируемых палаток, которые могут вместить более 3 миллионов паломников. Количество мусульман в мире сейчас насчитывает более 1,5 миллиарда человек, и это число увеличивается. Соответственно, с каждым годом будет увеличиваться и число желающих попасть в Мекку. Как Саудовская Аравия будет регулировать этот огромный поток паломников, стремящихся попасть в одну небольшую точку, я думаю, что мы скоро узнаем. И, наверное, стоит сказать, что это были одни из последних кадров Каабы до закрытия. На следующий день после этих съемок мечеть Аль-Харам из-за пандемии была закрыта для посещения впервые в своей истории. Но в Джиде есть что посмотреть и нерелигиозным туристам. Это исторический район, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Район называется Аль-Балат, и для меня это, пожалуй, наверное, самая яркая и запоминающаяся точка на карте города.
Аль-Балад — это очень красивый кусок старой Джидды, и просто поразительно, что он сохранился почти в нетронутом виде до наших дней. Этим домам по несколько сотен лет, и в некоторых из них до сих пор живут люди. Можно целый день ходить по этим узким и почти безлюдным лабиринтам улиц и рассматривать эти нереальные резные балконы. Здесь, в Старой Джидде, я встретил даже несколько первых туристов, которые приехали в Саудовскую Аравию. Вот что они говорят по поводу Аль-Балада. Gorgeous, absolutely. I wasn't expecting something like that. I hope that it remain as it is for a long time. А вот это вряд ли. Здесь полным ходом идет реконструкция. Правительство планирует отреставрировать не менее полсотни домов, и некоторые из них уже готовы. Выглядит, конечно, неплохо, но свой особый шарм эти дома после реставрации, конечно, теряют. Так что в ближайшем будущем этот район, скорее всего, изменится и перестанет быть таким аутентичным. Это, пожалуй, все, что я хотел показать вам в Джидде. Но это далеко не все, что я хотел вам показать в Саудовской Аравии. Впереди нас ждет самая красивая часть путешествия, потому что мы летим в исторический район Аль-Ула. И это самое перспективное туристическое направление в Саудовской Аравии на текущий момент. Как только я сел в машину, я сразу же влип в окно, потому что пейзажи вокруг были абсолютно космическими. Я просто в шоке от того факта, насколько это место мне напоминает Аризону. Здесь даже дороги похожи. Я вообще не ожидал здесь увидеть подобные ландшафты, и, что немаловажно, они отличались от всего, что я до этого видел в Саудовской Аравии. И единственное, что стабильно, так это верблюды в дороге. Итак, мы с вами в Аль-Уле. Это исторический регион, очень красивый. Это не один город, это прям регион. Здесь происходят очень интересные вещи. Здесь с нуля строится туризм, которого в Саудовской Аравии не было. И это место спустя какое-то время должно стать такой визитной карточкой страны, главной туристической достопримечательностью, куда, ради которой, собственно говоря, в эту страну и нужно будет ехать. Специально для этого в Аль-Уле проводится фестиваль Winter in Tantora – «Зима в Танторе». Он проходит здесь уже второй год и длится целых 3 месяца. Этот фестиваль собирает туристов со всего мира, которые приезжают сюда посмотреть на уникальный регион Саудовской Аравии, который прежде был недоступен широкой публике. Я даже встретил ребят из Харькова, которые купили сюда билеты. Передвигаются здесь в основном на автобусах. Я же буду кататься с ребятами из Министерства туризма, Лорой и Амджедом, которые будут помогать мне со съемками, потому что, как вы уже догадались, для этого здесь нужно специальное разрешение. Ну что, погнали смотреть территорию. Аль-Ула произвела на меня неизгладимое впечатление, причем сразу же, в первый день. И этот регион совсем не маленький, он размером с Бельгию. Здешние скалы состоят в основном из песчаника. За 1000 лет эрозия, как лучший архитектор, придала им довольно неожиданные формы, и иногда эти скалы смотрятся как настоящие инсталляции. А это, пожалуй, самое известное, в форме слона. А вот это мой личный топ. Огромная дыра в скале в форме бутылки. Это я все к тому, что даже просто передвижение по здешним дорогам доставляет массу удовольствия. И за 3 дня, которые я провел здесь, я просто влюбился в эти пейзажи, как 2 года назад влюбился в Юту и Аризону.
Но, как вы понимаете, одних ландшафтов для полноценного туризма недостаточно. В пустыне нужно создать еще инфраструктуру, так как туристы вряд ли будут жить как бедуины. В общем, давайте посмотрим, что специально к этому фестивалю здесь настроили. Начнем с жилья. Кроме традиционного размещения в гостиницах, здесь посреди песков построили виллы в бедуинском стиле. Есть весьма фешенебельные с бассейном и прочими приколами. Есть варианты и побюджетнее, уже без бассейнов. Но эмоции от проживания в пустыне все равно гарантированы. У меня был, наверное, еще лучший вариант. Я жил вот в таком вот трейлерном парке посреди очень красивой долины. Казалось бы, обычные трейлеры, но в этой долине все это выглядит как реально какая-то марсианская миссия. Ну, то есть прям очень футуристично. Правда, это не совсем обычные трейлеры. Их выпускает американская компания Airstream, которая недавно исполнилось 100 лет. Эти трейлеры супер узнаваемы за счет полированного алюминия, из которого сделан кузов. Внутри это полноценная мини-гостиница со всем необходимым, вроде кондиционера, холодильника, плиты, а еще спальня на 2 человек, санузел и душ. Ну и, конечно, терраса, на которую тебе каждое утро приносят завтраки в такой интересной картонной коробке. В общем, вроде бы живешь посреди пустыни, но в то же время все довольно комфортно. Кстати, о еде. Здесь построили несколько поп-ап ресторанов, которые работают только в даты проведения фестиваля, а потом разбираются. Локации, которые выбрали для этих ресторанов, это вообще песня. Самое крутое, что на стенах этой пещеры, ну, этого ресторана, до сих пор остались наскальные рисунки, которым, ну, несколько тысяч лет. Иногда эти заведения так искусно вписаны в природный ландшафт, что я вообще задавался вопросом, как они все это здесь построили. Посмотрите, эта дорога как раз ведет к одному из таких мест. Ну, в общем, да, чтобы поесть, тебе нужно несколько десятков метров протискиваться в узком проходе между 2 скал, но игра стоит свеч. А вот это по-настоящему вау. Здесь все по высшему разряду. Длиннющие барные стойки, куча официантов, которые снуют туда-сюда, шеф-повара, которых, если не ошибаюсь, выписали из других стран, ну и виды, естественно. Но однозначно, самой крутой штукой, которую здесь опять же построили специально к фестивалю «Зима в Танторе», является вот это вот абсолютно сумасшедшее здание Мэрайя, что в переводе с арабского означает «зеркало». В 2020 году сооружение попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое полностью зеркальное здание в мире. Это концертный зал на 500 мест, спроектированный итальянскими архитекторами. Говорят, что его построили здесь за рекордный срок в 3 месяца. Но самое главное — это то, насколько это здание гармонично сливается с природными ландшафтами. Лучше, ну вот правда, не придумаешь. Даже простое мытье окон возле этого гигантского куба — это уже весьма фотогеничный процесс. Что уж говорить о фотосессии на фоне Мэрайя, это прям кино. Так, ну что, пришло время воспользоваться автомобилем повышенной проходимости, чтобы показать вам еще несколько интересных мест, которые находятся в регионе. Во время фестиваля посреди этих скал проводится выставка Desert X, которая раньше проводилась в калифорнийской пустыне, неподалеку от места проведения фестиваля Коачелла. Здесь было выставлено 14 инсталляций от художников из Дании, Америки и Саудовской Аравии. Место проведения выбрали не случайно. Дело в том, что эта пустыня в течение многих лет служила основным торговым путем, которым переправлялись специи, благовония и текстиль между Азией, Африкой и Ближним Востоком. И тут мы подходим к очень важной теме. Как вы помните, я часто в этом выпуске сравнивал Саудовскую Аравию и Дубай. Но, как вы знаете, Арабские Эмираты не имеют богатой истории и построены, практически на пустом месте. В этом смысле Саудовская Аравия очень отличается, потому что эта страна имеет богатейшую историю и объекты, некоторым из которых более 6000 лет. Часть из них как раз находится здесь, в Аль-Уля. Точное количество этих памятников истории не знает никто, потому что раскопки на этой территории идут до сих пор. А к некоторым местам здесь можно пока добраться только на вертолете. Археологические раскопки здесь начались только 1,5 года назад. До этого здесь уже было около 600 достопримечательностей исторических.
И вот представьте, за 1,5 года археологи нашли еще 22 тысячи археологических точек. То есть история здесь, она везде, на каждом шагу. За 3 дня все увидеть просто нереально, поэтому я покажу вам только несколько таких площадок. Начнем с Open Library, открытой библиотеки. Это место, которое содержит сотни надписей на древнем додонейском языке. Местные называют его древним твиттером. Здесь есть отдельные места для политических твитов, для твитов на религиозные темы и просто, как и в обычных соцсетях, обсуждение вечного вопроса «как оно вообще?». How old these signs? 700 years before Christ. 2700 years ago, at least. Самое занимательное, что еще 10 лет назад все эти места не являлись объектами наследия. Здесь вообще не было туристов, а местные жители, будучи детьми, использовали их просто как игровые площадки. Например, древний город Дадан, который даже упоминается в Библии. Вещи, которые здесь происходят, в них правда сложно поверить в 21 веке, потому что эти люди здесь, они игрались здесь, на этой площадке, здесь не было, конечно, никаких заборов, и вообще никто не знал, что это, памятник и архитектуры, и истории, которому несколько тысяч лет. И только с приходом туризма сюда люди начали смотреть по сторонам и наконец нашли это место. Теперь здесь что-то похожее на туристический спот. Мне кажется, что Саудовская Аравия только начинает осознавать, какие жемчужины есть на ее территории. И самая яркая из них, безусловно, Мадаин Салих. Это древний некрополь, который разбросан на довольно большой по площади территории, то есть передвигаться пешком нереально, нужно ездить или на машине, или на автобусе. Здесь находится как минимум 131 гробница, и я думаю, что это число не окончательное, потому что их продолжают и продолжают находить в этом районе. Если вам вдруг кажется, что все эти штуки очень похожи на иорданскую Петру, то вам не кажется, потому что и иорданская Петра, и здешние склепы были сделаны одним народом, набатейцами. Этим монументальным сооружением около 2000 лет. Они вырезаны из песчаника, не самого долговечного материала, и просто поразительно, что они так хорошо сохранились до наших дней. Отчасти это благодаря здешнему климату, а отчасти тому, что эта территория очень долгое время была полностью заброшена. В этих гробницах хоронили довольно обеспеченных людей, и чем круче фасад такого склепа, тем богаче и статуснее был его владелец. Среди всех этих искусно сделанных гробниц есть и своя главная достопримечательность. Это Каср Аль-Фарид, или Одинокий замок. Это самая большая гробница во всем комплексе, которая стоит особняком. Она так и не была достроена и, скорее всего, никогда не выполняла свою функцию. Но выглядит она совершенно нереально, как будто декорация из фильма «Пятый элемент». Мадаин Салих — это уникальный объект наследия, который до последнего времени имели возможность увидеть очень небольшое количество людей, а знали его существование, наверное, еще меньше. Но это точно самое впечатляющее место, которое я видел в Саудовской Аравии. И, наверное, один из самых впечатляющих памятников истории вообще в мире. Но и это еще не все. В рамках фестиваля «Одинокий замок» стал арт-объектом, над которым после захода солнца здесь устроили очень необычное шоу. Слушайте, просто какое-то магическое место абсолютно. Играет эмбиент-музыка, здесь все довольно камерно, мало людей, только что был невероятный закат. Но самое главное, что это еще не все. Мне буквально час назад запретили летать здесь на дроне, потому что небо над этим местом сейчас будет занято. Вот так все это выглядело. Я пока не буду говорить, что это за светящиеся огоньки. Попробуйте угадать сами. Я думаю, что многие уже догадались, это дроны. Их здесь около 300, они синхронизированы специальной программой, благодаря которой они, во-первых, не сталкиваются, а во-вторых, могут создавать в небе зрелищные трехмерные объекты. Камера в данном случае, не передает эмоций от увиденного, но поверьте, вживую все это смотрелось очень впечатляюще. Теперь пару слов о том, что здесь происходит ночью. Во-первых, здесь все очень хорошо с подсветкой, так что после захода солнца все эти скалы выглядят крайне эффектно. А во-вторых, во всех этих красивых местах открываются рестораны, где собирается куча народу. Но самая большая движуха, естественно, происходит в уже известном нам концерт-холле Мэрайа. Дело в том, что у фестиваля Winter in Tantora довольно плотная концертная программа. В течение всех 3 месяцев фестиваля каждую неделю здесь выступает какой-нибудь хедлайнер.
Вот список тех, кого мы с вами уже не увидим, потому что они выступали. Ну, пожалуй, кроме вот этого человека ничего не жалко. Ну, еще Sister Sledge и Kool and the Gang, они, конечно, кумиры молодости. Но вот эти двое будут выступать сегодня. И концерт начинается в 4 минуты, что мы, надеюсь, все увидим. Погнали! Первое, что хочется отметить, это сам концертный зал. Посмотрите на расстояние между рядами. Вот реально как в бизнес-классе. То есть количество мест здесь явно не было главным критерием. Теперь по поводу концерта. Сначала на сцену вышел Крейг Дэвид, так для раскачки. Ну а после подтянулась старая гвардия, мистер Лайонел Ричи, который сел за фортепиано и вжарил так, что публика повскакивала со своих мест и побежала к сцене. Естественно, не обошлось и без хитов. 5-6 лет назад подобный концерт в Саудовской Аравии с иностранной звездой, где под сценой танцуют и мужчины, и женщины, было, практически нереально себе представить. А сегодня он происходит прямо на моих глазах. Страна меняется, и это очень круто. Самое главное, что ты можешь быть очевидцем этого процесса. Это очень увлекательно, правда. Мне остается показать вам непосредственно город Аль-Ула. И здесь кроется секрет названия фестиваля «Зима в Танторе». Дело в том, что Тантора — это солнечные часы, расположенные в старом городе, которые местные жители использовали в качестве индикатора смен времен года. И зима в этих краях — это, пожалуй, самое интересное время. Я приехал в конце февраля, и это такой короткий период, когда пустыня на самом-то деле это не пустыня, потому что она цветет. Несмотря на кажущуюся безжизненность, на самом деле это место совсем не лишено жизни. Здесь есть вода, которая собирается в резервуарах между скал, ее использовали в частности набатейцы. И вообще, здесь есть плодородные почвы. Так что Аль-Ула — это оазис, и здесь до сих пор выращивают фрукты. Здесь есть уникальный старый город, который был построен 800 лет назад и функционировал практически до конца 20 века. Сейчас он полностью законсервирован, и, конечно, мне просто жуть как хотелось попасть туда. Но сделать это было крайне сложно, так как город охраняется несколькими нарядами полиции. Однако Лора сделала несколько звонков кому-то, и нас в итоге пропустили, что было большой удачей, так как в город сейчас практически никого не пускают. Это отчасти уникальное сооружение, потому что вот весь город, каким он был и каким он функционировал, его полностью законсервировали, оставили здесь, и люди переехали, соответственно, в другой, новый город. Но вот это как бы образование, как старый город, по которому сейчас никто не ходит, потому что там все находится в аварийном состоянии, да и никто не пускает, на самом деле, сюда. Он остался здесь как памятник. К сожалению, этот памятник долго не простоит, потому что, вы сами видите, это все довольно хлипко сделано. Не знаю, может быть, там 10, может быть, 50 лет, но все это разрушится, и старый город Аль-Ула окончательно перестанет существовать. Последняя семья покинула этот город в 1983 году. С тех пор он полностью заброшен. Прогуляться по узким улочкам города, в котором кроме тебя ни души, это всегда очень интересный экспириенс. Я отдаленно почувствовал то, что когда-то чувствовал в Припяти. Последнее, о чем я хочу вам рассказать, это о развлечениях. Во время зимы в Танторе здесь проводится довольно много активностей, например, турнир по поло на песке. Но, пожалуй, самое интересное — это фестиваль воздушных шаров. Я его, к сожалению, пропустил, поэтому могу показать вам только кадры из официальной хроники. А вот эту штуку я застал. Это полет на ретро-самолетах, которые сюда специально привезли к фестивалю. Этот прилетел сюда из Великобритании, а вот этот пассажирский Си-45, насколько я понимаю, аж из Америки. Хотя пилот немец. Мне же достался вот этот биплан 1952 года выпуска, который использовался американской армией для тренировок. Короче, хватит рассказывать, давайте летать.
Значит, рассказываю, как это летать на биплане времен Второй мировой. Во-первых, это очень шумно. Во-вторых, на тебя цепляют смешные очки. В-третьих, у тебя между ног ручка, которая постоянно дергается. В-четвертых, пилот сидит сзади, и у тебя чувство, что ты ему постоянно заслоняешь вид. Ну а в-пятых, шестых, седьмых, это очень красиво. Очень прикольная, но, честно говоря, когда эта этажерка закладывала виражи, у меня выпадал сектор очко на барабане. Реально. Если делать короткий вывод об Алюле, то я впечатлен. Ты живешь себе, практически ничего не знаешь о стране, а потом она внезапно открывается, и оказывается, что здесь есть нереальные места, богатая история. И единственный вопрос, который хочется задать, почему вы, ребята, от нас столько времени все это прятали? Ну а теперь мой фидбэк по Саудовской Аравии. На нынешний момент это, наверное, самая сложная съемка и, наверное, одна из самых интересных, которая была вообще у меня, наверное, за все время. Сложная она была, потому что таких проблем просто с видеокамерой не было нигде и никогда. Я встречался с полицией столько раз, я столько раз объяснял и показывал свою эту бумажку с разрешением, что, честно говоря, мне уже это надоело, и в какой-то момент меня это начало просто бесить, потому что я вроде как бы на вашей стороне, ребята, я приехал для того, чтобы показать вашу страну, а вы мне только мешаете это делать. С другой стороны, если бы не брать эти проблемы со съемкой, то Саудовская Аравия уникально интересная страна, особенно сейчас, в эту эпоху перемен, и то, что здесь происходит, и те процессы, которые здесь, в этой консервативной стране, на самом деле, происходят, и мы их видим сейчас, это невероятно интересно. Касательно туризма, мне кажется, что единственное место, которое по-настоящему готово принять туристов, и которое супер стоит того, чтобы приехать в Саудовскую Аравию, это, безусловно, Алюла. Это совершенно уникальное место, потрясающе красивая, и которая не только инфраструктурно в большей степени готова к принятию туристов, но и ментально, потому что люди там, они понимают, кто к ним приедет. В общем, в целом у меня, несмотря на всю фигню, которая происходила, ее происходило очень много, меня прямо иногда вымораживали какие-то вещи, в плане со съемкой, несмотря на то, что у меня есть разрешение. Я супер счастлив, что вообще смог сюда попасть, что я познакомился с кучей клевых, образованных, интересных людей. Люди здесь по-настоящему очень крутые, очень открытые. И мне кажется, что они во многом даже опережают те процессы, которые происходят в стране. И я надеюсь, что меня все-таки выпустят из этой страны со всеми моими флешками, жесткими дисками. И последнее, что я хочу сказать, эта мысль меня не покидала все 10 дней, пока я был в Саудовской Аравии, это то, что мы с вами, друзья, живем в уникальное, удивительное время, когда мир меняется настолько быстро, и вот такие страны, как Саудовская Аравия, супер консервативные, супер закрытые, они тоже меняются, они реформируются, они открываются миру. И это потрясающе, что мы с вами можем это наблюдать, и каждый из нас, в принципе, может наблюдать это лично. Достаточно просто приехать в ту или иную страну, в Саудовскую Аравию, теперь можно приехать, это супер ачивмент, и увидеть все это своими глазами. Это правда невероятно. В общем, все как обычно. Вы знаете, что делать, и оно по-прежнему того стоит.